Если хотя бы половина того, что мы знаем о неандертальцах, правда, тогда история человека выглядит совсем не так, как нам рассказывали. И все начинается здесь, в Германии, в долине Неандерталь, месте, где в 1856 году рабочие случайно нашли кости, которые не должны были существовать. Человеческие, но не совсем. Первое, что поразило ученых, это не примитивность, а странность. Череп массивный, лоб низкий, кости гораздо мощнее, чем у современного человека. Но главное – ощущение, что это не просто древний человек, это что-то другое. И именно здесь появляется первая трещина в привычной картине. Человек оказался не одной линией развития, а, возможно, лишь одной из нескольких параллельных ветвей. В долине Неандерталь, которая позже дала имя целому виду неандертальцы, находки продолжали накапливаться. Но чем больше их становилось, тем меньше они укладывались в простую идею примитивного предка. Эти существа не выглядели случайной ступенью эволюции, они выглядели адаптированными. Следы на костях говорят о сложной охоте, выживании в суровых условиях, заботе о больных и, возможно, даже о ритуальном поведении. И это уже ломает привычную границу между ними и нами. Потому что возникает неудобный вопрос. Если они были настолько развиты, почему их всегда описывали как почти животных? И дальше начинается еще более странный слой. Потому что официальная версия утверждает, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад, уступив место Homo sapiens. Но генетика показывает неожиданное. Они не исчезли, они остались внутри нас, в ДНК современных людей. Это означает, что они не просто исчезли, они смешались с нами. И здесь появляется первый настоящий конфликт интерпретаций. Официальная наука говорит, это результат конкуренции и постепенного вытеснения. Но альтернативная точка зрения звучит иначе. А что если это не вытеснение, а слияние двух разных человеческих линий? Тогда неандертальцы не тупиковая ветвь, а параллельная форма человечества, которая частично растворилась в нас. И если это так, то вся схема эволюции человека становится намного сложнее, чем кажется. Потому что возникает следующий, еще более неприятный вопрос. Если существовало две разумные линии людей одновременно, то сколько их было на самом деле? И почему именно наша выжила? И самое странное, чем больше находок связывают с неандертальцами, тем меньше они выглядят как недоразвитые предки, скорее как отдельная цивилизация, которая просто пошла другим путем. И тогда остается ощущение, что мы смотрим не на начало истории человека, а на одну из ее исчезнувших альтернатив. И главный вопрос остается без ответа. Если одна человеческая ветвь уже исчезла, что мешает существовать другим, о которых мы пока даже не знаем? Пишите в комментариях, что вы думаете о неандертальцах, куда они исчезли. Следующая находка переносит нас во Францию, в место, которое на первый взгляд выглядит как обычная пещера, но на деле это один из самых странных следов человеческого прошлого. Пещера Ласко. И если смотреть на нее глазами науки, это просто древние наскальные рисунки. Но если смотреть внимательнее, возникает ощущение, что кто-то пытался оставить сообщение. Не просто изображение, а визуальный язык, который слишком сложен для примитивного человека. В 1940 году во Франции, в регионе Дордонь, группа подростков случайно обнаружила вход в пещеру. Так миру открылась Lascaux Cave, система подземных залов, полностью покрытых рисунками животных, сцен охоты и символов, возраст которых оценивается примерно в 17 тысяч лет. И первое, что вызывает диссонанс – уровень исполнения. Это не хаотичные линии на стене, это динамичные композиции. И сразу возникает первый разрыв в логике. Если это действительно каменный век, почему изображение выглядит, будто их создавал наблюдатель, глубоко понимающий поведение животных и принципы визуальной передачи движения?
И чем дольше смотришь на эти стены, тем сильнее ощущение, что это не просто искусство. Внутри пещеры встречаются сцены, которые не укладываются в простую идею, рисовали ради красоты или магической магии. Некоторые животные изображены в странных позах, композиции выглядят продуманными, а символы слишком системными, чтобы быть случайными. Это уже не просто изображение добычи, это похоже на попытку структурировать информацию. Официальная археология объясняет это просто. Ритуалы охотников, магическое мышление, попытка повлиять на удачу. Но проблема в том, что масштаб и сложность слишком велики для такой интерпретации, потому что здесь есть ощущение не хаотичной веры, а наблюдения и передачи знаний. Официальная археология утверждает, Ласко – продукт раннего символического мышления Homo sapiens. Люди изображали то, что видели, и вкладывали в это ритуальный смысл. Но альтернативная трактовка звучит иначе. Что если это не искусство в привычном смысле, а форма кодирования информации? Тогда изображения становятся не рисунками, а системой знаков, попыткой зафиксировать понимание мира, которое было куда сложнее, чем мы привыкли думать. И тогда появляется радикальный вопрос. Если это код, то кто и зачем его создавал? И почему почти все внимание сосредоточено на животных, как будто они были частью какой-то системы, а не просто частью охоты? Чем дольше смотришь на Ласко, тем сильнее ощущение, что это не начало искусства, а его внезапный пик. Как будто знание появилось резко и также резко начало исчезать или трансформироваться в других формах гораздо позже. Как будто человеческое знание не всегда было непрерывным потоком, а шло скачками, с провалами и потерями. И тогда Ласко перестает быть просто пещерой с древними рисунками, она становится следом чего-то, что мы почти не понимаем. И возникает главный вопрос. Если здесь уже было такое сложное мышление, что еще мы могли потерять в глубине времени, даже не подозревая, что это когда-то существовало? Напишите в комментариях, хотели бы вы побывать в такой пещере? Теперь Англия. Место, где история выглядит уже знакомой, но артефакты говорят о чем-то гораздо более сложном. И начинается все с кургана. На первый взгляд просто холм в земле, ничего обычного, но внутри скрывалось то, что переворачивает представление о темных веках Европы – сокровище Сатан-Ху. В 1939 году в графстве Саффолк, Англия, археологи раскопали захоронение корабля, спрятанного под землей. Это место стало известно как Сатан-Ху, и то, что нашли внутри, полностью изменило представление о ранней англосаксонской эпохе. И первое, что поражает – уровень богатства и мастерства. Золото, серебро, сложнейшие украшения, шлем с лицом словно у мифического воина, предметы, которые выглядят не просто как погребальный инвентарь, а как символ власти, технологии и культуры, которая не соответствует образу примитивной постримской Британии. И здесь появляется первый разрыв в логике. Официальная версия говорит, это захоронение англосаксонского короля или правителя VII века, период после падения Рима, время, которое часто называют темными веками. Но темность здесь не совпадает с реальностью находок, потому что изделия из Сатан-Ху показывают невероятный уровень ремесла, сложные орнаменты, металлургию высокого уровня, символику, переплетенную с мифологией и властью. Это уже не просто варвары после империи, это общество, которое прекрасно понимает символ, статус и технологию. И возникает вопрос, если это и есть темные века, то почему здесь так много света, в смысле мастерства, сложности и культурного кода? Официальная интерпретация проста. Элитное захоронение англосаксонского правителя, возможно, короля Восточной Англии. Все объясняется торговлей, наследием Рима и постепенным развитием местных ремесел. Но альтернативный взгляд видит в этом не постепенное развитие, а смешение слоев. Скандинавские мотивы, римские техники, кельтская символика – все переплетено так плотно, что возникает ощущение не линейной эволюции, а сохраненных и переработанных остатков более ранних знаний.
И тогда появляется более тревожная версия, что если после падения Рима знания не исчезли, а ушли в закрытые центры, элиты и локальные очаги, где они трансформировались, но не были утрачены. И Сатан-Ху может быть не исключением, а фрагментом этой скрытой системы передачи культурной памяти. Но самое странное не золото и не шлем, а ощущение структуры, как будто это захоронение не просто могила, а застывший момент сложной цивилизационной логики, которую мы видим только по обломкам. Почему такие артефакты выглядят настолько совершенными, а затем исторический поток будто упрощается? Почему сложность появляется вспышками и исчезает, не оставляя плавного перехода? И главный вопрос становится все острее. Это действительно темные века? Или просто эпоха, которую мы пока читаем слишком поверхностно? И если даже после падения империи сохранялся такой уровень мастерства и символизма, сколько еще таких скрытых центров мы принимаем за случайные находки? И что еще лежит под слоями истории, ожидая момента, когда мы наконец поймем, что это не разрозненные артефакты, а части чего-то гораздо более цельного? Следующая находка выбивает почву уже не из древности, а почти из нашего времени, и именно поэтому звучит еще более странно, потому что это не легенда и не реконструкция по фрагментам прошлого, это реальное открытие, сделанное буквально недавно, в 2025 году в самом центре Европы. И начинается все снова с земли. Обычный участок в Польше, раскопки, которые изначально не обещали ничего необычного, и внезапно металл, потом монеты, потом предметы, которые складываются в структуру, слишком сложную для случайного клада. И чем глубже археологи уходили в грунт, тем сильнее становилось ощущение, что это не просто потерянное богатство, это что-то, что было спрятано намеренно и очень тщательно. На первый взгляд, классический набор – монеты, украшения, элементы одежды, фрагменты металла. Все это можно объяснить как обычный клад эпохи Средневековья. Но есть проблема – структура находки. Предметы не разбросаны хаотично, они уложены слоями, с явной логикой размещения. Некоторые элементы выглядят так, будто они были частью единой системы, не просто богатства, а набора объектов с функцией или смыслом. И тут возникает первый сбой интерпретации, потому что это уже не потерянный кошелек эпохи, это выглядит как намеренно сохраненный объект. Официальная версия говорит, это средневековый клад, спрятанный во время нестабильности, войн или политических кризисов. Люди прятали ценности и не успели их забрать обратно. Логично, просто, исторически привычно. Но альтернативный взгляд задает другой вопрос. Почему такие клады часто выглядят не как потерянное богатство, а как собранные наборы объектов? Почему предметы иногда слишком разные по происхождению, стилю и технологии, чтобы быть просто личными накоплениями одного владельца? И тогда появляется более тревожная идея, что если некоторые из этих кладов были не сокровищами в бытовом смысле, а чем-то вроде законсервированных коллекций знаний, символов или статуса, которые нельзя было просто уничтожить или оставить на поверхности. И если это так, тогда мы смотрим не на экономику прошлого, а на систему смыслов, которую мы почти не умеем читать. Самое странное в этом польском кладе не его стоимость и не его возраст, а ощущение, что он был оставлен так, будто его собирались когда-то вернуть или расшифровать, как будто это не просто потеря, а сообщение, закодированное в металле и земле. И тогда возникает следующий вопрос, который становится все более тревожным с каждой новой находкой. Если даже относительно недавнее прошлое оставляет такие зашифрованные следы, то насколько много мы не понимаем в более древних эпохах? И что, если история — это не прямая линия, а серия спрятанных слоев, где часть смыслов все еще ждет своего читателя? Смотрите до конца. Дальше больше и интереснее. Следующая находка переносит нас в Болгарию, где археологи столкнулись с чем-то, что полностью ломает привычное представление о ранней цивилизации Европы. Речь идет о золоте Варне, одном из самых древних и загадочных кладов в мире, обнаруженном случайно в 1970-х годах во время строительных работ у города Варна.
Это место известно как Варна-Некрополис, и то, что там нашли, не просто удивило ученых, оно заставило пересмотреть саму хронологию развития человеческого общества в Европе. В захоронениях оказались тысячи золотых предметов невероятно тонкой работы, возраст которых оценивается примерно в 6-7 тысяч лет, что делает их одними из самых ранних обработанных золотых изделий в истории человечества. И возникает первый шок. В эпоху, которую мы привыкли считать почти дописьменной, уже существовала сложная металлургия, ювелирное искусство и, что еще более странно, социальная структура, где золото явно играло роль не просто украшения, а символа власти и, возможно, религиозного статуса. Это не случайные куски металла, это система. Диадемы, скипетры, орнаменты, символы, выложенные с точностью, которая предполагает не просто ремесло, а устойчивую традицию. И здесь возникает конфликт с привычной историей. Если такие технологии существовали так рано, почему они не стали фундаментом непрерывного развития? Официальная версия говорит, что это была высокоразвитая культура энеолита, локальный центр, который позже исчез или трансформировался. Но альтернативный взгляд звучит тревожнее. Что если Варна — это не исключение, а след более широкой, утраченной сети ранних цивилизаций, о которой мы знаем лишь по фрагментам? Почему такие уровни сложности появляются внезапно и потом будто исчезают из истории, оставляя после себя лишь тени в виде отдельных находок? И главный вопрос остается открытым. Если уже 6000 лет назад люди могли создавать такие вещи из золота, то сколько еще технологических и культурных достижений ранней Европы мы просто не видим, потому что они не сохранились или пока не найдены.